Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, так и с новым узорчиком. Сразу напоминаю вам, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть, летняя, демисезонная, зимняя, потому что узорчики универсальные, и у вас из любых ниточек получится узорчик. Самое главное, правильно подобрать крючок. Я, в свою очередь, рассказываю о ниточках, с которыми работаю сегодня. Итак, новички, кто еще не работал, смотрите, называются они Alize Angora Gold. Секционного окрашивания, значит, еще и батик. Идем дальше. В 100 граммах находится здесь 550 метров. По составу это 80% акрил, 20% шерсть. И нам советует производитель, говорит, берите крючок от двоечки до четверочки. Я буду брать крючок номер 3. Я вязала данную пряжу крючком номер 3. Вы точно так же читаете инструкцию к вашей пряже и подбираете под вашу плотность, под ваш узорчик крючок. Чтобы не забыть, говорю вам цвет, видите, Angora Gold Batik, цвет 6620, но хочу сказать, что на камеру передается ярче оттенки, то есть чуть-чуть поярче, так он немножко поспокойнее цвет. Все. Ну что, свяжем? Давайте. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 11 петелек. Давайте я наберу, например, 3 раппорта. Это получается 33 воздушные петельки. И еще 2 петельки дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого, получается, я набираю 35 воздушных петелек. Ну, а вы набираете, сколько будет вам удобно. Итак, для начала петелька фиксации. Все как всегда. А теперь я набираю 35 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Вот мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиках, я сделаю вспомогательный ряд, он будет состоять из столбиков с накидом, чтобы мы не запутались в воздушных петельках. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2, столбик с накидом. Накид. В следующую петельку точно так же ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, столбик с накидом. И так вот мы шагаем в каждую петельку нашей цепочки и провязываем столбики с накидом. Контролируйте себя самостоятельно. Количество столбиков должно у вас получиться ровно столько, сколько вы набрали воздушных петелек. То есть в моем случае я набрала 35 воздушных петелек. У меня по итогу должно получиться 35 столбиков, ни больше, ни меньше. Ну, а у вас, естественно, сколько вы набрали. Итак, не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся и продолжаем вязать наш узорчик. Угу. Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала мы делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид и в следующий столбик ныряем, провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Накид. И в наших столбиков тоже пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик нырнули. Провязываем столбик с накидом. Сюда же опять накид. Провязываем второй столбик с накидом. Сюда же третий столбик с накидом. Сюда же четвертый столбик с накидом. Пятый и шестой. Как только 6 столбиков вы провязали, столбиков с накидом, смотрите, пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в четвертый провязываем столбик без накида. То есть у нас как бы наш веерочек мы положили на бок, да? Видите? Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. И в столбиках пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик нырнули, провязали столбик с накидом. Раз. И в следующий столбик провязали столбик с накидом 2.
Вот. Те самые 2 столбика, с которых мы начали наш ряд. То есть поняли, да? Дальше будет повторение. Опять 2 воздушные петельки. Пропускаем 2 столбика. В третий провязываем 6 столбиков с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Сюда же. 4. 5 и 6. Как только 6 столбиков провязали, пропускаем 3 столбика. Раз, 2, 3. И вот в 4-й столбик провязываем столбик без накида. Опять положили наш веерочек на бочок. Угу. 2 воздушные петельки. Раз, 2. Пропускаем 2 столбика. Раз, 2. В третий нырнули, провязали столбик с накидом. В 4-й, получается, нырнули, провязали столбик с накидом. Угу. Все, и вот так вот шагайте до конца ряда, смотря какой у вас образец, какой длины и так далее. Провязываем до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Договорились? Не сложно, давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда, и ряд наш, получается, заканчивается вот 2 столбиками с накидом. Все четко, аккуратно. Далее, следующий ряд. 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. А теперь будьте внимательны. Смотрите, мы делаем накид. Так. Потом мы должны будем провязать данный столбик не просто за верхушку столбика, а смотрите, как захватываем сзади наперед. Вот таким образом. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку. И смотрите, провязываем. 1 петелька, 2, 2. Это у нас рельефный лицевой столбик с накидом. Почему мы провязали так? Потому что опускается столбик ниже, да, и чтобы у нас они были на одинаковой высоте столбики, мы провязали вот таким вот образом. Дальше, смотрите, мы делаем 2 воздушные петельки. Раз, 2. Теперь, смотрите, переключаемся вот на наш столбик без накида предыдущего ряда, и в него провязываем 6 столбиков с накидом. Итак, раз столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом, сюда же 3 столбик с накидом, сюда же 4, сюда же 5 и сюда же 6. Вот наши 6 столбиков с накидом. Теперь смотрите, вот наши 6 столбиков предыдущего ряда. Мы идем вот до самого последнего столбика и за верхушку беремся и провязываем столбик без накида. Вот такая картина получается. Как только провязали столбик без накида, делаем 2 воздушные петельки. Раз, 2. И переключаемся на наши 2 столбика. Эти столбики у нас тоже будут рельефными лицевыми столбиками с накидом. Сзади наперед захватили столбик, вытянули ниточку и провязываем 1 петелька, 2, 2, накид. Сюда же опять нырнули, ну, в этот следующий столбик. Точно так же провязываем. 1 петелька, 2, 2. То есть вот наши 2 столбика, которые были обычные, стали рельефными лицевыми. Идем дальше. Опять 2 воздушные петельки и переключаемся на наш столбик без накида предыдущего ряда и в него провязываем 6 столбиков с накидом. То есть мы идем опять повтор, да, у нас. Раз, 2, сюда же 3, сюда же 4, сюда же 5 и сюда же 6. Вот опять, как только 6 столбиков провязали, так, вот мы идем по 6 столбикам предыдущего ряда, идем, доходим до самого последнего, беремся за верхушку и провязываем столбик без накида. Все, и опять 2 воздушные петельки, и опять наши рельефные лицевые столбики с накидом. Все, не сложно? Не сложно. То есть, если внимательно пригляделись, то вы поняли. Мы повторяем самый первый ряд. Единственное, что вот у нас столбики, которые по 2 столбика, да, 2 штучки, мы их провязываем рельефными, лицевыми. Все. А остальное все то же самое. Давайте до конца ряда самостоятельно, и в конце ряда я вас встречу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали практически до конца. Вот наши такие интересные веерочки, наши столбики. Как мы заканчиваем ряд? Получается, один столбик мы провязываем все-таки рельефным лицевым столбиком с накидом, а последний делаем накид. Вот у нас здесь были 3 петельки подъема. В третью петельку нырнули и провязали просто обычный столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. Раз, 2,
3. Поворот. Нам необходимо сохранить рельефность. То есть наши столбики, да, вот эти рельефные столбики, они, получается, на данной стороне, видите, выглядят как изнаночные. То есть вот горизонтальная полоска, сразу видно. Это изнаночные рельефные столбики. То есть мы здесь все эти столбики рельефные провязываем тоже изнаночными. Итак, накид. Вот наш столбик. Захватываем его наоборот, спереди назад вот так. Столбик за крючком, видите? Вытягиваем ниточку. Так, захватили. Сейчас спереди назад. Столбик за крючком, вытянули ниточку и провязываем точно так же. Одна петелька, 2, 2. Все, вот наш рельефный изнаночный столбик с накидом. Далее опять 2 воздушные петельки. Раз, два, накид. И вот наш столбик без накида предыдущего ряда. Вот он. Мы в него провязываем опять 6 столбиков с накидом. Раз, два, 3, 4, 5 и 6. Как только 6 столбиков провязали, опять идем по столбикам предыдущего ряда. Идем, 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 идем до последнего. Взяли верхушку последнего и присоединились столбиком без накида. Вот. Угу. Опять 2 воздушные петельки и договорились, что дальше у нас будут рельефные столбики. В нашем случае в этом ряду они будут рельефными изнаночными. Вот таким образом захватили столбик, столбик за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем. 1 петелька, 2, 2. Накид. Точно так же спереди назад. Столбик за крючком. Вытянули ниточку и провязали. 1 петелька, 2, 2. Угу. Вот наши 2 рельефных изнаночных столбика. Красота. А дальше идет повторение. Опять 2 воздушные петельки и присоединяемся вот к нашему столбику без накида и провязываем точно так же 6 столбиков с накидом. Поняли, да? То есть вы повторяете первый ряд, повторяете второй ряд. Единственное ваше отличие, что вы 2 столбика, которые у вас стоят, вот эти вот, провязываете рельефными изнаночными столбиками. Все. Все остальное то же самое. Самостоятельно справитесь до конца ряда? Я уверена, что справитесь. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6. И после 6 столбиков опять присоединяемся к последнему столбику нашего веерочка предыдущего ряда. Угу. Вот. И вот начинает такая красота у вас расти. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд. Так, как мы заканчиваем ряд? Точно так же получается. Один столбик у нас будет рельефным, да, в данном случае изнаночным, а последний столбик будет обычным столбиком в третью петельку подъема. Опять 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И теперь смотрим, да, видите, у нас все наши столбики, вот эти вот столбики рельефные, они, получается, в данном случае у нас будут лицевыми. Все, провязываем их лицевыми. Итак, накид. Захватываем столбик вот таким вот образом сзади наперед, столбик перед крючком, вытянули ниточку и опять точно так же петелька, 2, 2. Дальше 2 воздушные петельки, раз, два. Переключаемся опять вот на наш столбик без накида предыдущего ряда, так, и провязываем в него точно так же 6 столбиков с накидом. Раз, два, 3, 4, 5 и 6. Теперь опять присоединяем наши столбики, идем по веерочку предыдущего ряда и в самый последний столбик присоединились столбиком без накида. Оп. Угу. Вот. И смотрите, за счет того, что у нас как бы так вот интересно присоединяются веерочки, видите, они такие вот становятся объемными, как бы выпуклыми. Идем дальше. 2 воздушные петельки. И точно так же. Вот наши рельефные столбики. В данном случае они у нас будут лицевыми. Провязываем. 1 петелька, 2, 2. И опять рельефный лицевой столбик с накидом. 1 петелька, 2, 2. Все. Понятно? Все. По идее, смотрите, ряд-то у нас один. Правильно же? Мы повторяем один и тот же ряд. Единственное, что вот эти вот столбики мы будем делать рельефными. В одном ряду они у нас будут лицевыми, в другом изнаночными. Лицевыми, изнаночными, лицевыми, изнаночными. А так все то же самое. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков.
Посмотрим, что в итоге получится. И надеюсь, что успеем захватить ниточку, что будет менять цвет. Все, встречаемся через несколько рядочков. Для тех, кто умеет вязать по схемке, да, смотрите, я сюда схемку прикладываю. Схемка читабельная, понятная, доступная. Так что смотрите, сами себя контролируйте. Кто не умеет читать по схемке, обязательно посмотрите. Вы уже провязали столбики, вы уже провязали рельефные столбики, вы уже провязали воздушные петельки. Посмотрите, как они обозначаются на схемке, увидите, что ничего сложного. Все, давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такой у нас получается по итогу узорчик. Даже захватила немножко переход цвета. Так, потом будет, получается, долго-долго переходить, но будет в беленькую ниточку, потом обратно. Вот тут ниточки такие вот с длинными переходами. Для палантина, думаю, вообще будет шикарно. Смотрите, рельефные столбики. Вот наши. Изнаночка. Смотрите, как выглядит. Тоже неплохо, да? Видите, получается за счет рельефных изнаночных, тут вот такие вот зигзагом получаются полосочки. Тоже как вариант, почему бы и нет. Если это палантинчик, да, можно. Опять же, если это будут летние изделия, топики, маечки, тоже, мне кажется, можно и ту, и другую сторону делать как лицевая. Почему бы нет? Для разнообразия, да? Вот так вот в моем случае он тянется. И вот так вот тянется. Вот, то есть, ну, практически не тянется. Ну, конечно, в первую очередь из данной пряжи это палантины, да, различные накидки, а потом уже в зависимости от непосредственно вашей фантазии шарфики, снудики, если зимняя такая толстая, да, пряжа. Но опять же, пробуйте, возможно, вы можете комбинировать с другими узорчиками, почему бы и нет, да, вот. Давайте замерим мою красоту. Я сегодня, получается, набирала 35 воздушных петелек. Если эта же пряжа, этот же крючок, моя плотность вязания, допустим, да, то в моем случае это получается вот 15 сантиметров. А тут, смотрите, первый ряд наборный, а потом считаем как по веерочкам, да. 1, первый, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 рядочков. Так, на этом я остановилась, потому что принцип узорчика понятен. Вот, 10 сантиметров. Да, не сильно высокий, да, не сильно он быстро будет расти, но вяжется очень-очень элементарно и легко. Тем более за счет вот такого вот интересных веерочков, видите, приобретает тоже объемчик, видите? Такие как бы лесенки, ступенечки. Вот, вот такая красота. Узорчик не новый, я думаю, многие из вас уже вязали данным узорчиком что-то интересное. Рассказывайте, что вязали, какими ниточками, да. Опять же, кто не вязал, подбрасывайте идейки. Очень интересно почитать. Вы большие фантазеры, большие дизайнеры. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. А обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Вам будут приходить уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.